И я всех приветствую, и в сегодняшнем видеоролике мы рассматриваем достаточно старое, но не менее интересное аркадное приложение. К сожалению, трудно его назвать симулятором футбола, но приложение к этому стремится. Разработчик — немецкая студия Finamedia, по крайней мере, именно это указано на самой карточке. Здесь существует множество неплохих разделов. Это раздел помощи, где игрок сможет узнать много полезного и интересного про само приложение. Кроме этого, у нас есть и настройки, где мы можем поменять разрешение экрана, улучшить или ухудшить качество, ну и, разумеется, настроить клавиши, которыми мы и будем управлять нашими игроками. Давайте сейчас это все и посмотрим. Существует у нас управление клавиатурой и джойстиком, который можно подключить. Меняются стандартные клавиши, а вот клавиши так называемого джойстика изменить нельзя. Кнопка 6 и кнопка 7 и 8 — это F8, F6 и F7 на клавиатуре соответственно. Игра это почему-то не указывает. Далее у нас идет обычный матч, где мы можем выбрать демонстрацию компьютер против компьютера, один игрок и два игрока. У нас есть 8 команд и 9-я, последняя, это сборная команда, которую игрок после может выбрать. К сожалению или счастью, все команды открываются после прохождения турнира. Есть также 4 карты, которые открываются точно так же по мере прохождения турнира. Можно настроить время игры, включить или отключить удаление игроков с поля, повторы, ну и после выбрать форму первой и второй команды. При этом игроки не могут быть в одинаковой форме. Цвет будет отличаться. Далее у нас идет турнир. Здесь мы можем выбрать профиль, создать новый или удалить уже существующий. Давайте посмотрим, что будет, если мы удалим профиль. Как вы можете заметить, он удаляется без особого сожаления. Игра даже не предупредит нас о том, что мы можем его потерять навсегда. Далее мы можем создать новый профиль и придумать название. Давайте приобретем Skyrim, почему нет? Мне нравится это название. Так и запишем. Как вы можете заметить, это максимальная длина всех возможных наименований. Это 15 знаков. Если мы будем пытаться создать пустой профиль, ничего у нас не получится. Это вы могли только что заметить на своем экране. Время здесь тоже другое. Ну и удаление с поля все еще присутствует. Либо отсутствует, а вот повторы мы уже убрать не сможем. Прописываем название заново. И давайте, пожалуй, выберем что-нибудь другое из формы и начнем наш турнир. Кат-сцен в игре будет довольно много, после каждого раунда. Далее у нас идет тренировка игроков. Кстати, о кат-сценах. Кат-сцены у нас будут в основном с газетными вырезками, как и предыдущие, а вот на движке самой игры мы, по-моему, так ничего больше и не увидим, разве что в финале. Но это не совсем движок игры, так что первая тренировка — это тренировка силы. О том, зачем это нужно, мы поговорим чуть позже, но как это проходит это следующим образом. У нас здесь есть игроки, и они передают мяч по кругу. По часовой или против часовой, неважно, но главное передавать его. Кроме этого, игрок может этот вид тренировки и завалить. Работает это следующим образом. Время выходит,
игрок не проходит несколько кругов и таким образом не получает желаемые очки опыта, которые после пригодятся в прохождении данной турнирной лестницы. Вот как-то так. Разумеется, игрок может просто поле покинуть, сделать пару суперударов, кривых передач, время выйдет, и все на этом завершится, и будет следующий тренировочный этап. А вот если набрать все 8 кругов, то игрок получит плюс 4 уровня к силе. И это классно. Следующий этап — это тренировка скорости. Здесь необходимо вести мяч от ворот до ворот. При этом игроки будут следовать за нами. Мы можем также поменять камеру. Ее можно приблизить или увеличить, но делать этого мы, конечно же, не будем. Если мы попытаемся сделать какую-нибудь глупость вроде суперудара или покинем поле, нам сразу засчитывается провал. Закатим мяч в свои ворота — провал. Просто-напросто нас собьют — тоже провал. Ну и давайте просто поменяем ракурс, чтобы посмотреть на это детальнее. Посмотрели. И давайте теперь сделаем нормально. К этому этапу тренировки мы попозже вернемся, а теперь опять к скорости. Здесь мы стараемся обходить игроков, и желательно, чтобы нас не сбили. На самом деле, на начальных этапах это сложно, поскольку если наш показатель силы упадет до нуля, то наша скорость замедлится. Здесь нам повезло. Могло не повезти, и здесь был бы провал. По идее, он и должен был быть. На самом деле, это не так просто, как кажется. Но все-таки и особо сложного здесь ничего нет. Если привыкнуть к управлению, механике игры и так далее, и так далее. Но в большинстве случаев на начальных этапах проигрывать — это нормально. К этому просто нужно привыкнуть. Примерно так это и происходит. Когда тебе кажется, что ты почти победил, ты проигрываешь. И это нормально. Так это работает. Следующая тренировка — это тренировка ударов. Тренируется здесь не только игрок, но и вратарь. Здесь есть показатель силы удара. Ударим слишком слабо, вратарь может отбить, а может и не отбить. Здесь 50 на 50. Ударим слишком сильно, промахнемся. Ну и в большинстве случаев вратарь здесь будет отбивать абсолютно все. Но опять же, шансы 50 на 50, может быть, вам повезет. Управление вратарем здесь довольно специфическое, углов много, сложностей тоже. Не успеешь вовремя — проиграешь. А успевать вовремя здесь, довольно проблематично. В большинстве случаев игроки бьют в левые углы и нижние углы. Поэтому рекомендуется использовать прыжок в правый верхний угол или в правый нижний не рекомендуется. Ну да, рекомендуется в левый верхний, правый верхний. И таким образом вы можете что-то выигрывать. Далее у нас, как всегда, идут кат-сцены с нашими газетными вырезками. Ну и, разумеется, начинается наконец-то матч. Перед этим игра, правда, даст нам возможность сохраниться. Если вы не выдергиваете рубильник, то тренировку больше вы переиграть не сможете. Вот. Далее выбираются защитники и нападающие для нашего матча. Последовательность здесь важна. Первый и второй будет в защите, а третий и четвертый в нападении соответственно. Камер здесь достаточно много, ракурсы неплохие, ну и таким образом начинается каждый матч в игре. Их довольно много, камеру также можно менять по желанию игрока. Ну и здесь уже начинается сам игровой процесс. Все довольно специфичное, аркадное, но довольно интересное. В некотором смысле это даже довольно неплохое приложение для своего времени.
Несмотря на многие проблемы, которые могут остаться незамеченными для неопытного пользователя, опытный пользователь заметит, что есть здесь свои изъяны, но о них мы поговорим чуть позже. Давайте пока посмотрим на то, как эти величайшие аркадные персонажи пытаются забить мяч в ворота. После того, как гол был забит, игра покажет нам повтор. Здесь мы тоже можем камеру менять. Это сейчас меняется не игрой, а нами. Сам ракурс, в общем, он стандартный. Есть первый повтор, и вот сейчас запускается уже второй. Если ничего из камеры не трогать, то особо интересно выглядеть оно и не будет. Довольно специфическое объяснение, но и сама игра достаточно специфическая. Здесь иногда бывает такое, что вратарь будет сам уклоняться от мяча. Кстати, подкатом довольно сложно дотянуться до этого самого мяча, и лучше так не делать, поскольку не сработает. Иногда вратарь будет вырывать мяч из лап нашего соперника. Иногда не будет. И таким образом выглядит суперудар. О них мы, может быть, поговорим во второй части, если до нее доживем. Также у каждого персонажа свои уникальные анимации, а то, что вы только что видели, это был удар головой. Срабатывает 50 на 50, и в большинстве случаев игрок промахивается мимо мяча. Что и логично. А далее еще один повтор. Это те самые уклонения от мяча, о которых мы и говорили. После того, как время выходит, заканчивается первый тайм. Всего их два, как и в нормальном обычном футболе. У нас есть статистика. И дальше мы опять же выбираем наших игроков. У нас здесь уже сохраняется то же, что и было в прошлый раз. То есть та последовательность, которая была. И дальше все начинается снова. У нас будет 45 игровых минут. И за это время мы должны выиграть или проиграть. Поскольку сейчас мы тестируем абсолютно все, что может быть, этот матч мы проигрываем. А вот и первые желтые карточки. Если игрок получает желтую карточку, то ему будет нужно просто ничего не делать, чтобы не получить вторую, иначе поле он покинет. Это в принципе логично. В большинстве случаев все вот эти вот вещи вроде свободных ударов, угловых и так далее, работают достаточно криво в игре, как и сами передачи. Здесь очень тяжело куда-либо попасть, разве что в другого игрока, подката, чтобы получить красную карточку и покинуть, наконец, площадку. Именно ради этого здесь все эти игроки и собираются. Как вы могли заметить, сцена слегка изменилась, и анимация персонажа тоже. Он стал каким-то грустным. Разумеется, его команда проиграла, и тренер из него никакой. Далее у нас стандартные тренировки, сохранение и так далее, и так далее. После начинается сама игра, но для того, чтобы до нее добраться, необходимо пройти все 4 тренировочных режима. И так, раз за разом. На самом деле это немного надоедает, но в принципе, если совсем некуда время инвестировать, можно и сыграть в данный режим, почему нет. После прохождения тренировки нам опять показывают кат-сцену, будем называть их так. И уже дальше мы опять можем сохраниться и перейти к следующему матчу.
посмотреть несколько повторов. Ну и, разумеется, посмотреть на всякие непонятные вещи, которые могут происходить. А вот, кстати, и первый баг. На самом деле их довольно много. Как вы можете заметить, здесь невидимая стена расположена. Игрок не может ее пересечь. Развернуться ему тоже трудно. Иногда он может так простоять до конца матча. К слову о завершении матча. Здесь есть и дополнительное время. Если, конечно, по гостевым и домашним встречам счет был равным. Здесь будет 2 тайма, и работает правило золотого гола. То есть, если мы пропускаем, то вылетаем, соответственно. Ну и если пропустит соперник будет проигрывать соответственно. Это логично. Далее у нас следует серия пенальти, если мы не смогли выиграть в дополнительное время. В лучших традициях белорусского футбола мы должны не забивать и пропускать, для того, чтобы вылететь в первом туре и поскорее отправиться домой. Именно этого принципа мы и будем придерживаться. К сожалению, сейчас нам удалось забить, и это довольно грустно. Но наш вратарь мастер своего дела, и пропускает он очень неплохо. Поэтому все под контролем, и таким образом мы сможем спокойно, не напрягаясь, завалить данную серию. После этого мы сможем наблюдать довольно интересную кат-сцену вылета нашей команды из турнира. Но, к сожалению, сама команда не вылетает, и мы будем просто переигрывать матч раз за разом, пока не выиграем. А если мы вдруг не выиграем, мы всегда можем удалить профиль и создать новый. На этом первая часть нашего обзора подходит к своему логическому завершению. Может быть, выйдет вторая часть, а пока давайте посмотрим на авторов данного проекта. И уже после, может быть, будет что-нибудь более интересное, например, какой-то трейлер грядущей второй части этого обзора. Может быть.